Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим поговорить о 3 словах, которые вам нужно говорить в своей жизни. И ваша жизнь изменится иногда даже кардинально. Что же это за такие 3 волшебных слова, которые нужно знать и употреблять каждому человеку, друзья, далее более подробно в нашем видео. Вы знаете, каждый из нас всю свою жизнь использует различные слова, фразы, и одни из них притягивают к нам положительные, созидательные энергии, а другие отрицательные энергии. И каждая из них способна менять нашу жизнь в лучшую или в худшую стороны. Поэтому есть люди, которые более счастливы, удачны, благополучны, богаты, успешны. А есть люди, которые не такие, к сожалению, успешные, счастливые, богатые и благополучные. Люди из первой категории следят за своей речью. Они не употребляют никогда слова-паразиты, слова с негативным контекстом и нецензурные ругательные всевозможные слова. Поэтому, если вы проследите за речью успешного человека и сравните ее с речью человека противоположного статуса, вы сами все увидите. Но, к сожалению, не все люди прислушиваются к этому и обращают внимание, считая, что все это на самом деле не важно, а вы знаете, зря. Те люди, которые все-таки задумываются, что по какой-то причине у них что-то идет не так, начинают искать, анализировать, присматриваться, обдумывать, сопоставлять и с удивлением приходят к выводу, что есть слова, которые они используют в своей жизни. Ведь каждое слово несет свою энергетику, а сказанное слово с определенной интонацией несет в себе определенный смысл и несет определенную силу и программу. У каждого из нас своя особая интонация, свой тембр голоса, даже буквы мы выговариваем по-разному. Ничего одинакового, что касается речи, даже у самых близких людей нет. Поэтому очень правильно использовать правильные слова, употреблять больше положительных слов, чтобы потом не жалеть, почему же жизнь наполнена различными неприятными событиями. Недаром говорят, что слово можно поддержать, заставить встать в тот момент, когда, казалось бы, уже нет никаких сил, или помочь совершить какой-то поступок, на который человек и не думал, что он способен в этом мире. А также слово можно, как говорят, лишить дара речи, сбить с нужного пути и вогнать даже в депрессию. Поэтому всегда следите за своей повседневной речью, обдумывайте все те слова, что вы произносите вслух, и то, кому, когда и что вы говорите. Ведь потом можно будет пожалеть о сказанном, а изменить, к сожалению, уже будет нельзя. Поэтому никогда не прекращайте учиться, изучайте новые слова, старайтесь создавать предложения только с нужным для вас контекстом, и начнете вы замечать, как ваша жизнь меняется. Вот, например, мы все время стараемся быть лучше, мы хотим больше денег, власти, мы хотим хорошую высокооплачиваемую работу, мы хотим иметь крепкую любовь, даже уважение в обществе. И как мы это в основном выражаем? А мы выражаем такой вот фразой: «У меня нет денег» или «У меня нет достаточно денег», «Это не настолько крепкая любовь», «Я не могу найти желаемую работу» и так далее. И, конечно же, у вас ничего из этого и не будет, ведь потому что вы говорите о том, что всего у вас недостаточно и не может в принципе у вас быть. Вы постоянно говорите, что вам чего-то не хватает, что вы не можете это получить. А вот попробуйте сказать об этом в другом контексте, при этом используя слово «достаточно». Ведь вы не забывайте, что мы притягиваем ко всему то, о чем мы думаем и говорим. Говоря в негативном контексте, в результате мы и получаем негатив, а говоря с благодарностью, мы в результате получаем в большом количестве то, чего мы желаем.
Поэтому начинайте говорить: у меня достаточно того, что есть на данном этапе в жизни. Я благодарна за достаточное количество любви, которого получаю от родных и близких. Я имею достаточно хорошую работу. У меня достаточно денег, а дальше обязательно будет еще больше. Или я достаточно счастливый человек. Я достаточно уверена в себе. Я умна, обаятельна, красива. Я в достатке получаю все то, о чем я мечтаю. Вы можете подставлять это слово, где вы только пожелаете. Это слово «достаточно». Не забывайте в этот момент верить в то, что вы говорите. Это очень важно. Ведь если вы будете делать так только потому, что так нужно, или потому что мы вам сказали, или кто-то другой сказал, и вы, к сожалению, не получите ожидаемый результат. Когда вы начнете все ощущать, ваша жизнь станет наполнена достатком. Вы ни в чем не будете нуждаться. В вашей жизни действительно будет много приятных событий и положительных моментов. Затем начните употреблять слово в избытке. Первое, помним слово «достаточно», следующее слово «в избытке». Говорите так: денег было достаточно, теперь в избытке. Любви стало также в избытке. Счастье заполнило мою жизнь с избытком. И обязательно у вас все-таки будет и с каждым днем только лучше и лучше. Еще одно слово, которое должно быть в вашем обиходе, нужно проговаривать слово «достойно» или «достоин». Например, я достойна всего наилучшего. Я достойна иметь шикарный дом. Я достойна ездить на самый лучший отдых. Или я достойна иметь машину своей мечты. Я достойна иметь лучшую семью в мире. Или я достойна необъятной искренней любви. Когда вы будете верить в то, что вы действительно достойны, это будет означать, что вы шлете правильный посыл, произнося данное слово. И в результате то, что вы готовы все это получить в своей жизни, наполнит положительными событиями и сможете окружить себя ними. Следующее очень важное слово – это изобилие. И в этом слове заключаются различные положительные энергии. Когда вы его будете произносить, вы этим открываете нужные энергетические каналы, которые будут помогать вам принять большой энергетический объем, способный изменить вашу жизнь кардинально, направив ее совсем в другое русло, сделав ее такой, как вы мечтаете. Вы должны благодарить за то, что у вас всего есть в изобилии. Для этого хотя бы раз в неделю проводите одну практику. Берите свечу белого цвета, зажигайте ее и держите ее над вашей головой. Говорите следующие волшебные слова. Канал изобилия укрепляю, все нужные и положительные энергии через него получаю. Жизнь свою с каждым днем улучшаю и изобилием себя в нужных для меня пропорциях окружаю. Большая к вам всем просьба: никогда не останавливайтесь на достигнутом. Когда ваша жизнь наполнится яркими событиями, продолжайте развиваться, употреблять нужные новые слова. Так вы будете постоянно двигаться и получать желаемое. Энергия любит подвижных, целеустремленных и уверенных в себе людей. Как только вы остановитесь, значит вы решите, что хватит. А если вы решите, что вам хватит, значит перекроете доступ энергии в свою жизнь. А через время все вернется на свои места, и вы можете даже потерять все то, что смогли приобрести. Поэтому не рискуйте и возьмите за простое правило придерживаться только дороги вперед и не делать ни шагу назад. Осознайте, что вы способны на многое, и слова, которые вы говорите, способны вам помогать во всех ваших действиях и притягивать в вашу жизнь все то, что вы только пожелаете и захотите. Главное, произносите их от души, а не потому, что вам кто-то это говорит или так нужно. И очень важно, чтобы вы в эти слова вкладывали
нужный смысл, и вы знаете, результат вас очень приятно удивит. Уберите из обихода все слова, которые способны принести вред, и вы увидите, как многие проблемы сразу уйдут из вашей жизни. Изначально, да, это будет непросто, но вы сможете справиться с этим. Главное, чтобы у вас было желание изменить себя и свою жизнь. Также, если вы не можете прямо с первого дня сделать какие-то изменения, начните читать книги. Те книги, которые будут вам помогать двигаться дальше, искать те истины, которые вам важны и нужны в данный момент. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Ставьте лайк. Обязательно также поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео полезно, важно и интересно. А прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, смотрите то видео, которое вам больше интуитивно понравилось. Там очень ценная для вас информация.